Такое ощущение, что гантеля прочитала мои мысли и как опытная любовница исполнила все мои желания, хотя я их даже придумать еще не успел. У гонщиков кардан умирает быстрее. И удобнее, чем он, для путешествий на дальние расстояния с пассажиром может быть разве что только голда. Но не может же штука за 500 евро не работать. Внезапно обороты увеличились, жопу занесло в обратную сторону, и дальше за несколько колебаний туда-сюда я просто выровнялся. До первых метров на гантеле я был уверен, что меня уже нельзя удивить мотоциклом. Этот мотоцикл не просто познакомил меня с миром мотопутешествий, он взял меня за шкирку и просто заставил сесть на него и поехать далеко. И это был лучший мотоопыт в моей жизни. А с вами сегодня я, Антон Больших. Я езжу уже на третьем BMW K1600 GTL и думаю, что пришло время сделать небольшой обзор. Тем более, что я работаю с этими мотоциклами, ремонтирую их, и кому как не мне собирать статистику о их выносливости и выживаемости. Чисто внешне мне всегда нравились большие и красивые мотоциклы. А всю среднюю школу я сидел на форумах и читал истории, как кто-то поехал в мотопутешествие. Да, в основном это были какие-нибудь Ижи или Уралы, но я уже тогда мечтал о том, что когда-нибудь у меня будет собственный мотоцикл, на котором я смогу поехать далеко-далеко. В 2014 году у меня появился первый большой и красивый мотоцикл, и это была Yamaha FJR 1300. Я проездил на ней сезон, и, к сожалению, кроме негативных впечатлений от владения, у меня не осталось практически ничего. Я не буду сейчас останавливаться на этом подробно. Я расскажу о своем опыте владения фыжером у себя в телеге. Если интересно, обязательно подпишитесь, потому что там я часто делюсь мыслями в моменте, которые чаще всего просто не доходят до ютуба. Когда весной 2019 года ко мне приехал на обслуживание первый клиент на гантеле, я смотрел на этот мотоцикл с таким скепсисом. У меня в голове почему-то жило убеждение, что это, в принципе, то же самое, что FJR, только в исполнении BMW. Из чего я так решил, я даже не знаю. После того, как я сделал все необходимые работы, я традиционно сделал пробную поездку по территории базы, на которой тогда находилась моя мастерская, и эта поездка изменила все. Насколько тяжелым, неуклюжим, убогим и неказистым ощущается мне предшественник BMW K1200 LT, и насколько легким, собранным, сбитым и классным ощущается мне K1600 GTL. Между этими мотоциклами пропасть. Такое ощущение, что гантеля прочитала мои мысли и как опытная любовница исполнила все мои желания, хотя я их даже придумать еще не успел. Да, может быть, LT и голда про комфорт, но гантеля про сочетание эмоций и комфорта. Как коты выбирают себе человека, так и этот мотоцикл выбрал меня. Он купил меня. И не красотой, не мотором и не электронными примочками, а именно низким центром тяжести и классной подвеской. Ведь мощностью пользуешься не постоянно, и уж тем более на скорости 30 км в час я совершенно не мог этого почувствовать. А вот собранность и послушность на около нулевых скоростях, маневренность – это как раз именно оно. К слову, на тот момент я владел 1200 RT сухой 2013 года. И я сразу же с первых метров понял, что с гантелей мне справляться намного проще, чем с RT, потому что низкий центр тяжести рулит. Многие удивляются, когда я это рассказываю, потому что RT легче гантели килограмм на 100. А когда мне задают вопрос, что купить, все-таки 1200 RT или GTL, я отвечаю: берите, конечно же, RT, ведь если вы задаете такой вопрос, значит, до гантели вы еще не доросли. Буквально через неделю я ее купил.
2012 год, не очень большой пробег и, конечно же, самый низ рынка. Я ничего не делал с этим мотоциклом, поменял задний баллон, масло и сразу же погнал на нем в Брест. Потом в Европу. Поездочка без малого на 7000 километров, да еще и с пассажиром. Потом был эндуро-тур и еще много всего интересного. В общем, я заболел. Заболел гантелей и заболел мотопутешествиями окончательно и бесповоротно. А на серпантинах я вообще впадаю в транс. В общем, спасибо тебе, Supra, то есть BMW. Я купил этот мотоцикл, вообще не волнуясь о его технической части. За эмоции, которые он дарит, я был готов простить ему любую ломучесть. Но, как оказалось, на удивление, самой большой статьей расходов на содержание этой огромной яхты является резина. Да, 1600-й резину жрет безбожно, особенно если ездить быстро. А на нем можно достаточно комфортно ехать достаточно быстро. А комфортной крейсерской скоростью на этом мотоцикле я считаю 160 км в час. Выше уже начинает, во-первых, заметно дуть, а во-вторых, расход топлива растет просто в геометрической прогрессии из-за лобового сопротивления. Если на скорости 160 в относительно безветренную погоду расход может быть от 6,5 до 7,5 литров, в зависимости от загрузки, от пассажира, от высоты поднятия стекла и так далее, то на скорости 190 он уже может составлять 10-11 литров. И больше времени просто потеряешь на заправках. Да еще и устаешь на таких скоростях уже заметно сильнее. По оснащению в этом мотоцикле есть все, что можно только себе представить в туристическом мотоцикле, и даже чуть больше. Регулировка стекла по углу наклона и высоте, адаптивный ксенон, подогрев ручек, подогрев сидений, круиз-контроль, электронная подвеска, а сама подвеска по геометрии здесь BMW-шный дуо-левер спереди и теле-левер сзади. Эта подвеска помогает этому мотоциклу нарушать законы физики. Единственное, чего здесь нет и что я бы хотел здесь видеть, это активный круиз-контроль, который добавили на РТ-шку, но пока еще не добавили до гантелю. Но ничего, доживем и до этого. Отдельно стоит сказать про свет. Он здесь офигительный. Адаптивный ксенон держит горизонт вне зависимости от угла наклона мотоцикла, а классные светодиодные туманки делают езду по серпантину ночью весьма эпичным зрелищем. Доп-свет не только помогает увеличить заметность на дороге, но и видимость в темное время суток тоже помогает улучшить очень-очень сильно. Дальний свет здесь до 2021 года галогенный, но это совершенно не значит, что он слабый. Моргание дальним, особенно в сумерках, заставляет автомобили в пробках просто разбегаться по разным сторонам, предоставляя широченный проезд в любой пробке. Очень сильно недооцененная многими опция – это центральный замок. Да, центральный замок на мотоцикле, вы не ослышались. Одной кнопочкой, так же, как и кнопочкой на ключе, вы закрываете или открываете все кофры и бардачки в мотоцикле. Я сам не заморачивался, пока вновь не попробовал пересесть на мотоцикл без этой опции. И вы знаете, минимум 4 раза в день открывать и закрывать 3 кофра, постоянно перетыкая ключ из зажигания в кофры и обратно, это отнимает кучу времени, которое в данном случае производитель нам сэкономил. Это просто удобно и это просто приятно. Отсюда, кстати, вытекает главный минус гантели. Привыкаешь к хорошему, и потом очень трудно пересесть на что-то другое. Удивительно, но такой большой с виду мотоцикл очень даже может в пробках. Ширина по зеркалам метр, но зеркала, в отличие от тех же самых бестолковых зеркал РТХи, проходят над зеркалами большинства легковушек, и ты не теряешь вот этот самый метр места. А кофры не выходят за габариты зеркал, что практически избавляет от необходимости их когда-либо отцеплять. Так что, если уметь ездить на этом мотоцикле по пробкам можно довольно шустро. Отдельно хочу отметить системы безопасности, такие как ABS, Traction и не только. Мотоцикл умеет измерять скорости каждого колеса, углы наклона в двух плоскостях и в некоторых случаях может вывести вас из ситуации, когда кажется, что падение неизбежно. Лично мне эти системы помогали дважды.
дважды. Безусловно, законов физики они не нарушают, но они очень сильно могут помочь в тех случаях, когда вы переоценили собственные возможности. Больше всего запомнился случай, когда я после обгона совершил резкий маневр и влетел обоими колесами на грязную скользкую дорогу. Мотоцикл потащило в бок, и привычный антибукс не спас бы никак в такой ситуации. Скорость была около 50 км в час, и я уже считал себя упавшим, то есть я летел откровенно прям вот на тротуар. Уже мысленно успел посчитать, в какой ущерб мотоциклу и мне может быть нанесен. Когда что-то пошло не так, газ я сразу отпустил. И дальше я не могу объяснить то, что произошло, никак, кроме как произошло какое-то чудо. Потому что что-то произошло, возможно, мотоцикл тормозил какими-то колесами по отдельности, возможно, газовал, я даже не знаю. Но суть в том, что внезапно мотоцикл выровнялся из этого заноса, и дальше все выглядело как выход из заноса на обычном заднеприводном автомобиле. То есть внезапно обороты увеличились, жопу занесло в обратную сторону, и дальше за несколько колебаний туда-сюда я просто выровнялся. Какой еще мотоцикл так умеет, скажите мне? Рассказ может быть сумбурный, но тем не менее сложно пересказать то, что произошло за несколько секунд абсолютно внезапно. Я до сих пор в шоке. В то же время один знающий человек сказал мне, что реализовать подобные системы не так уж сложно, достаточно просто откатать все типовые ситуации на полигоне. Конечно же, полагаться на эту электронику не стоит, но возможности мотоцикла поистине очень велики, и возможности многих пилотов очень сильно часто им не соответствуют. О технических особенностях и возможных поломках данного мотоцикла я лучше сниму отдельное видео. Но если в двух словах, то мотоцикл очень надежен. Свою первую гантелю я купил с пробегом около 27 тысяч, и это был самый низ рынка. Я испытывал ее во всех возможных условиях, в которых только смог найти. То есть вплоть до эндуро-тура, поездок во всех возможных режимах. Я кипятил мотор на ней раз 15. Продал ее с пробегом 43 тысячи километров. И сейчас у нее пробег 110. На ней по-прежнему ездит все тот же владелец, который у меня ее купил. И из поломок на ней за все это время были только пара катушек и течь прокладки клапанной крышки. Далеко не каждая Honda выживет после такого. Основой и фишкой этого мотоцикла является его двигатель. Это рядная шестерка, которая буквально лежит практически на земле. Ее расположили максимально низко в раме, а верхнюю часть мотоцикла постарались максимально облегчить. Именно за счет этого и удалось добиться такой прекрасной развесовки. Рядная шестерка – это один из самых уравновешенных и удачных двигателей в мире. У него отсутствуют силы инерции второго порядка, и он не нуждается в установке балансирных валов. В результате абсолютно никаких вибраций на руле нет ни в каких режимах. В интернете вы можете найти людей, которые жалуются на перегрев этого двигателя. Действительно, система охлаждения сделана на грани. Однако, если она исправна, система охлаждения прокачана, в ней нет воздуха и у вас чистый радиатор, то, как правило, никакого перегрева нет. Я лично проверял в краснодарских пробках, и мотоцикл показывал на приборке уличную температуру плюс 45, и ничего у меня не перегрелось. С надежностью у этого двигателя в целом все в порядке. Проблемы, конечно, бывают, но в большинстве случаев это разовые, редкие какие-то единичные поломки, которые не являются правилом. Чаще всего это мотоциклы с мутной историей и скрученными пробегами. Из явных болячек старые гантели боялись плохого бензина. Из-за этого разрушались перегородки на поршнях от детонации. Однако эта проблема позже решилась прошивкой, которую сделать может любой дилер под более низкооктановое топливо. С коробкой передач все не так однозначно. Иногда случается отказ шестой передачи. Она просто перестает включаться, и дальше из дальников люди возвращаются на пятой. Я лично не считаю эту проблему массовой, и мы уже работаем над поиском их решений. Это в основном происходит на дорестайле. На рестайле, начиная с конца 2016 года, мне таких случаев пока не попадалось. В целом, коробка, начиная с 2016 года, более надежна. Однако, все коробки на рестайловых мотоциклах
начиная с конца 2016 года, попадали под отзывную кампанию. И если у вас дилерский мотоцикл, который еще не был на этой отзывной, позвоните дилеру, назовите ему ВИН и узнайте, попадает ли ваш мотоцикл под эту отзывную. До сих пор, даже при условии всех имеющихся санкций, если у вас дилерский мотоцикл, официальные дилеры BMW в России могут эту отзывную вам без проблем сделать. К большому сожалению, это не работает с мотоциклами, привезенными в серую. У всех этих мотоциклов есть одна заводская недоработка. На них на всех раскручивается и начинает греметь паук в месте, где он прикручен к раме. Кто не знает, паук — это вот такая вот большая рамка, на которой держится весь передний пластик и фара. Здесь он изготовлен из магния, и поэтому эту проблему лучше не запускать, чтобы не разбивало крепежные уши. Мы, если лезем куда-то глубоко под бак, делаем это всем людям в нашем сервисе, просто даже не говоря им об этом. А так вообще просто эти болты выкручиваются, сажаются на фиксатор, затягиваются, и проблема решается раз и навсегда. Что касается остальной технички, здесь по подвеске требуют внимания при диагностике шаровые опоры. В случае люфта их меняют. Я уже показывал об этом в своем видео, как это вообще делается, как мы это делаем у себя в мастерской. Карданный привод желательно обслуживать раз в 40 тысяч километров, а начиная с 80 контролировать люфт крестовин. Крестовины кардана ходят от 80 до 180 тысяч километров в зависимости от того, насколько вы любите погонять. У гонщиков кардан умирает быстрее. Несмотря на то, что этот мотоцикл буквально напичкан электроникой, сама по себе, как и у большинства BMW, она, как правило, не ломается, пока в нее кто-нибудь не залезет. Кстати, мотоциклы, начиная с 2014 года, комплектовались так называемой системой Keyless, то есть бесключевой доступ. Главным минусом этой системы является то, что в комплекте с большинством мотоциклов был только один вот такой вот смарт-ключ, а также маленький аварийный. Двумя смарт-ключами комплектовались только версии эксклюзив. Однако это не беда, даже в сегодняшней России с учетом санкций можно изготовить запасной ключ у нас в мастерской Антоха Гараж. Все мои контакты есть по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Изготовить ключ можно даже в случае полной утери и даже если мотоцикл у вас находится в другом городе через пересылку блоков. Все манипуляции с ключами производятся только при наличии документов на технику. Даже у мотоцикла моей мечты есть минусы, причем не только на аккумуляторе. И первый из них — это, как ни странно, ветрозащита. У многих обзорщиков вы можете услышать мнение, что ветрозащита на этом мотоцикле просто прекрасная и удобнее, чем он. Для путешествий на дальние расстояния с пассажиром может быть разве что только голда. Но есть одна общая проблема и у гантели, и у голды. И, в принципе, у многих мотоциклов с хорошей ветрозащитой базово. Поток воздуха, когда отводится ветровым стеклом, далее немного закручивается и начинает бить пассажиру сзади по шлему. Как итог, у него очень сильно устает шея. Точно будут проблемы, если ваша девушка ростом выше 175 сантиметров. Голдоводы придумали решать эту проблему, по крайней мере, они так говорят, установкой такого вот щитка на задний кофр. Наверняка вы такие видели на Goldwing, они часто цвета как хром или что-то подобное. Говорил я тут с одним голдоводом, и он сказал, что ну да, с этим щитком становится получше, но все равно полностью эта проблему не решает. Просто раз уж купил эту штуку за 500 евро, надо же говорить, что она работает. Ну не может же штука за 500 евро не работать.
Если вы фанат старого Goldwing, то гантеля в большинстве случаев вам не зайдет. Во-первых, потому что сильно ухудшилась та же самая ветрозащита. А во-вторых, потому что в целом характер у этого мотоцикла более спортивный. Он все-таки больше похож на мотоцикл, а не на автомобиль на двух колесах. Хотя надо отметить, что Голда уже начала довольно сильно догонять гантелю по некоторым параметрам. И если с весом и тормозами еще предстоит поиграться, то ветрозащита на последней Голде уже ухудшилась довольно сильно. Одно дает надежду. На последней Голде подвеска стала сильно лучше. А почему она стала сильно лучше? Да потому что инженеры Honda, мягко говоря, вдохновлялись подвеской гантели. Она стала очень похоже. Видимо, посмотрели, что это все ездит успешно и создали что-то похожее. Это, я считаю, большой плюс. Хотя хондоводы считают, что я их оскорбляю, когда я им об этом рассказываю, и начинают со мной спорить и утверждать, что Honda ничем не вдохновлялась и разрабатывала все с нуля. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, буду рад увидеть ваш тухлый помидор или огурец, кинутый в комментарии. Еще одним минусом многие считают звук гантели. Даже с Акраповичами звука прям настоящего породистого шестицилиндрового мотора не будет, потому что выхлоп перекрыт катализаторами. А сам двигатель издает свистящие звуки. Когда я подъезжаю к своим знакомым, они иногда путают с Бургманом 650. К сожалению, это так, а может быть и к счастью. Просто знайте, что если вы фанат Харлеев из-за звука, то вам точно не зайдет. Этот мотоцикл — это не про звук. Этот мотоцикл про классно управляться и тормозить, а еще хорошо ехать. И да, с этим звуком не болит голова после 1000 километров дороги за день. Говоря о звуке, стоит обязательно упомянуть штатную аудиосистему. То, что она здесь есть, это безусловный плюс. Однако в стоке она играет откровенно убого. А в рестайлинге, начиная с 2016 года, к сожалению, она играет еще хуже, потому что динамики стали более низкого качества. Эту проблему те, кого это волнует, решают по-разному, в зависимости от того, насколько человек меломан. Я в данном случае изменил полностью подиумы и поставил динамики большего диаметра с пищалками отдельно, а также под сиденье установил усилитель компактный класса D. Я считаю эту доработку оптимальной, потому что она не съедает места в кофрах и при этом весьма неплохо играет. То есть я могу ехать и слушать музыку на скорости 160 км в час. Выше уже тяжеловато. Если заморачиваться, то некоторые делают и большие усилители, процессоры ставят в кофры, ставят сабвуфер в один из боковых кофров и так далее. Но это уже заморочки, которые, как я считаю лично, на туристическом мотоцикле не нужны. Многие со мной, конечно же, не согласятся. Переделка, которую я вам сейчас показал, стоит в районе 170 тысяч рублей вместе с работой. Стоит также отметить, что вместо штатного навигатора я интегрировал панельку с мобильным телефоном. Это очень сильно помогает мне с навигацией в городе, потому что штатная навигация до 2021 года производства не годится вообще никуда. Это тоже большой минус BMW, что они немножко подвисают на старых технологиях, когда мир уже шагает вперед. Но в 2021 году эту ситуацию улучшили. Для тех, кто хочет также, все мои контакты указаны в закрепленном комментарии и в описании. Вы можете написать мне в WhatsApp, задать вопрос, и я подскажу, где я это все делал и где вам могут сделать так же. А также прослежу, чтобы вам сделали все в лучшем виде. Организацию здесь принципиально не называю, чтобы это не считалось рекламой. Чем отличаются версии GT и GTL? Хороший GTL найти на рынке несколько сложнее. Да и всем ли он нужен? Давайте попробуем разобраться. Основная разница в посадке. На GTL сидишь более прямо. И я со своим ростом 175 сантиметров уверенно стою ногами на земле. То есть и вообще уверенно. Но есть и минус.
Ноги в коленях достаточно сильно согнуты, и даже я на ходу разминаю их примерно раз в 100 километров такими вот движениями, потому что колени затекают. Если у вас рост более 180, то стоит реально присмотреться к версии GT, потому что там посадка водителя немножко выше, и ноги в коленях согнуты не так сильно. Однако минусом GT является также то, что там более короткие клипоны, и ты немножко наклоняешься вперед к рулю, что, естественно, не очень хорошо в супердальних поездках. Однако это хорошо с точки зрения более спортивной и динамичной езды. Следующее отличие – это задний кофр. Задний кофр на версии GTL с такой вот богатой роскошной спинкой. Также в качестве опции бывают ручки пассажира. Кстати, сами ручки пассажира вещь достаточно бестолковая, но с их помощью можно сделать усиление кофра, который в стоке довольно сильно болтается. Многих, кстати, это не напрягает и ничего особо с ним не происходит, но я себе сделал уже на втором мотике. Значит, задний кофр создает достаточно сильную парусность, и BMW ограничили на версии GTL максимальную скорость на отметке 230 км в час, потому что откровенно это небезопасно ездить с такими скоростями выше этой цифры при наличии заднего кофра. На версии GT максимальная скорость ограничена 260 км в час. Одна из причин в том, что задний кофр в версии GT шел только как опция, а в базовой версии на GT центрального кофра нет. Естественно, геометрия мотоцикла совершенно другая, и на больших скоростях он ведет себя совершенно по-другому. Также там немного другое ветровое стекло, ну и по мелочи. Даже при наличии кофра спинка на GT более низкая, что в принципе уже чуть меньше парусит. Это важно для тех, кто гоняет. Но повторюсь, мое мнение, что максимально комфортная крейсерская скорость это все-таки около 160, максимум 170 км в час. Ну, не создан этот мотоцикл для каких-то безумных скоростей. Он создан для того, чтобы ездить далеко и делать это с комфортом. Нередки случаи, когда люди покупают версию GT и начинают постепенно переделывать ее в GTL. Ставят другой руль от GTL, ставят крепление подножек вместе с подножками от GTL, многие даже ставят сиденье и так далее, и так далее. В целом комплектация у GT значительно беднее. Например, версии GT первых годов встречаются вообще без доп. Света. Хотя, с другой стороны, отсутствие каких-то опций – это и меньший вес, так что любое решение – это компромисс. Версии типа Bagger и Grand America имеют совсем скромные ограничители максимальной скорости – 165 и 180 км в час приблизительно. Но это все-таки своеобразные мотоциклы, которые в первую очередь покупают за внешний вид. И поверьте мне, они точно не созданы для скоростей выше. Я думаю, что если вам действительно нравится этот внешний вид, этот стиль мотоциклов, то, скорее всего, и с ограничениями скорости, и особенностями аэродинамики вы без проблем смиритесь. В завершение я хочу сказать пару слов о том, как менялась гантеля за период выпуска. Всего у этого мотоцикла было два заметных рестайлинга. Первый из них был в 2016 году, в конце. Вот это как раз у нас рестайловый мотоцикл. В нем немного изменился боковой пластик, а также из главного добавился квикшифтер и задняя передача. Второй рестайлинг был в 2021 году. И я очень сильно ждал, что BMW добавит активный круиз, как обещали. Однако я так понял, что повлиял ковид, дефицит чипов или что-то еще, и, к сожалению, активный круиз так пока на этом мотоцикле и не установлен. А в 2021 году добавилась только светодиодная фара и приборная панель LED, такая как планшет. Навигация стала удобнее, все стало прикольнее, но вот разочарование с активным круизом. Еще один рестайлинг, хоть и незаметный внешне, но, возможно, один из самых ощутимых, был в 2014 году. Добавилась, во-первых, система бесключевого доступа Keyless, про которую я уже упоминал. Во-вторых, сменилось поколение системы ABS. Добавилась, например, система помощи при старте в горку. Стало приятнее и интереснее приборка. А также доработали коробку передач, потому что в первых годах с
страшные стуки при движении на первой и второй передаче в переходных режимах являлись нормой. Я так понимаю, что доработали угловой редуктор, который выходит на кардан, и из-за этого звуки стали намного приятнее, намного тише, и в целом мотоцикл стал ощущаться гораздо интереснее. В заключение хочу сказать, что каждый выбирает себе мотоцикл, исходя из своих хотелок, предпочтений и необходимости. Я свой выбор сделал. Не успел оглянуться, а ведь уже я 5-й сезон езжу на гантелях. Я посетил на них 15 стран, а, например, за июль 2022 года я проехал 10 тысяч километров всего лишь за месяц. Скоро я планирую новое, интересное и большое путешествие, о котором я вам также обязательно расскажу. Я продолжаю болеть путешествиями, и пока что это лучшая болезнь, которая со мной когда-либо случалась. Друзья, я жму руку тем, кто досмотрел до этого места. Я работал над сценарием до самых съемок и хотел еще много всего уместить в этот обзор, однако мне это не удалось. Но я сделал самое главное. Я думаю, что я смог донести до вас те эмоции, за которые я купил этот мотоцикл. Ведь эмоции – это самое главное, ради чего многие из нас, в принципе, мотоциклы себе покупают. Если вы хотите, чтобы я как-то более глубоко раскрыл какую-то тему, относящуюся к этому мотоциклу, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, и, возможно, я сделаю отдельное видео. Рекомендую вам подписаться на мою телегу, так как часто я делюсь там какими-то мыслями в моменте, которые часто просто не доходят до Ютуба. И да, друзья, не стесняйтесь о чем-то мечтать. Пусть это будет что-то самое нереальное, то, что вы даже представить себе не можете. Самый крутой мотоцикл, самая крутая женщина, самое крутое путешествие, самое крутое дело всей вашей жизни. В любом случае, если вы будете о чем-то мечтать, то у вас это обязательно будет и обязательно получится. Я узнавал.